За поддержку канала спасибо Анне Кэр, Госу, Антону Соколову, Ананасику, Шаману, Сергею Лагунину, Сардонику и Вакасе. Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаши. Беру пример с ГГ Кутами и пытаюсь вставить Тодзи в любой свой ролик, и пусть уже я прямо и косвенно разбирал его в других видосах, не удержался сделать и третий. Структура будет отличаться от уже устоявшегося формата глубже, чем ты думаешь, ибо помимо философии и психологии Фушигура-старшего, его моральный стержень исходит из другой его особенности или же проклятия, его силы. Налей себе чаю, сделай гигачат фейс и приятного тебе просмотра. Тодзи Зенин получил свои взгляды на жизнь из-за неблагоприятного стечения обстоятельств, в частности алчной и жадной до проклятых техник семьи, которая чокнулась на теме проклятой энергии и небесного проклятия, которое он получил с рождения, из-за чего он и был полностью лишен проклятой энергии. И сразу же сделаю ремарку, поясняющую, что в этом особенного и почему Тодзи в некотором роде избранный. В мире магической битвы проклятия появляются из негатива людей и их проклятой энергии, которую они выпускают в пассивном режиме, не способные контролировать ее. Иначе говоря, люди в каком-то смысле сами для себя проблема, но Тодзи был исключением, его проклятая энергия была не то чтобы минимальной, он ее вообще не имел. И взамен получил гораздо большее, а именно развитый до предела 5 чувств и 6 бонусом. Цукума Юки, особый класс шамана, считала его ключом к созданию нового мира. Ибо по сути, если бы его тело изучили, как и принцип действия небесного проклятия, то получилось бы избавиться от проклятых духов всей Японии. Да ладно Японии, всего мира, возводя людей в новую степень эволюции. Ведь их, пусть и минимальная проклятая энергия, оказалась бы полноценным бафом для их организма, и проклятия бы не появлялись. Именно поэтому Юки так желала изучить Тодзи, потому что он ключ. Даже обидно, что она не успела, а про Маки банально не знала или до конца не понимала, что по структуре она близка к Фушигура-старшему. Труп же Тодзи был захоронен в неизвестном месте, но, как сказал Гэга совсем недавно, могила была прямо под носом клана Зенин. Первая ремарка закончена. Продолжим. Помимо жестокого отношения к Тодзи, в детстве семья давила и на мораль. Он считался лузером и бельмом в собственном клане. Сами понимаете, проклятой энергии нет, значит ты ничтожество по меркам элитного общества особенных шаманов. Поэтому все детство от тебя пытаются избавиться, скидывают в яму с проклятиями, когда ты их не видишь. Естественно, Тодзи выгорал морально, но и становился сильнее физически. Объясняю, каким образом Тодзи удавалось видеть проклятие. Коротко это можно описать следующей фразой: «Пока я вижу все вокруг, мой враг для меня будет как на ладони». Он адаптировался, следил за всем, что чувствует его тело, иначе выжить было невозможно. Так и происходило. Неважно, какая скорость у твоего противника, до тех самых пор, пока он контактирует с окружающей средой, Тодзи на рефлексах считывает ее и его. Свет, запахи, вибрация земли, температура и даже структура материи – все это и есть зрение Тодзи. Поэтому он видит проклятие даже лучше, чем базовые шаманы и даже апнутая Маки. Этот навык он вырабатывал с самого детства. Опять-таки триггером был момент, когда его скинули в яму с проклятыми духами. Выйдя из нее, часть окружающих поняла: Тодзи далеко не лузер, он просто находится за рамками понимания и принципов клана Зенин. Сразу вспоминаются слова Наои: порог слабого человека в непонимании сильного. Это касалось всего клана. Большинство окутал страх, остальных смятение. Выходит неоднозначная ситуация. Половина семьи считает тебя ничтожеством, маринует тебя в этих мыслях с самого твоего рождения, ибо травля напрямую повлияла на то, каким человеком стал Тодзи. С его последующим желанием сжечь все мосты и доказать свою силу, оправдать свою гордость. Вторая же половина боится, отгораживается от него, при этом также проклиная. Тодзи стал презирать правила, бескорыстность и обязанности, все, что казалось бы присуще обществу, в том числе и обществу шаманов. Он так и не смог забыть ту боль, которую причинила ему семья, и в душе он надеялся доказать всем, что он не жалкий выродок, у которого нет проклятой энергии, а человек, который находится вне возможностей привычной оценки силы у общества шаманов и в частности большой тройки семей. Он буквально изъян системы, ошибка в ней. И именно это позволило ему преодолеть уготованную ему участь и стать реальной угрозой для одной из великих семей. Вспоминаем фразу: то, что клан Зенин до сих пор жив, это всего лишь прихоть Тодзи.
Но почему так? Ведь есть много сильных шаманов с читерными РТ и проклятыми техниками. Почему человек с нулевой проклятой энергией возвысился настолько, что судьба элитного клана, точнее само его существование, оказалась лишь прихотью ребенка, которого они же воспитали через злобу и боль? А это уже ремарка номер 2. Прозвище Тодзи в магической битве – убийца магов, говорящее само за себя название на самом деле. По физической силе и характеристикам он превосходил и превосходит до сих пор 95% всего верса магички. Заслуга всему этому – небесное проклятие и кое-какой нюанс, погнали говорить за РТ. Еще одна особенность Тодзи, причем достаточно жирная, делает его буквально невосприимчивым к барьерным техникам. Еще в арке пагубного таланта он без проблем проходил через барьеры Тенгена, ибо они его буквально не видят. Так же, как и расширение территории, для него он является неодушевленным предметом. Иначе говоря, до тех самых пор, пока Тодзи или Маки не захотят войти в РТ, пользователь, который кастанул его, и запереть их не сможет. Иначе говоря, что в прямой, что в косвенной стычке Тодзи плевал на РТ и легко может выйти из него. Но даже если захочет войти, он обезопасен по одной простой причине. Эффект гарантированного попадания РТ не действует на него, ибо в нем совершенно нет проклятой энергии. Показываю на примере Маки. Наоя кастанул РТ, не смог ее задетектить раз, кастануть эффект гарантийки 2, по причине, которую озвучил выше. Получается, кстати, достаточно интересно. Хоть я сомневаюсь, что Тодзи осилил бы даже в сражении чистых физических статов Сатору, давайте рассмотрим ситуацию, где он попадет в РТ Белобрысова. Принцип его действия подвергает всех в зоне РТ его эффекту, но так как у Тодзи нет проклятой энергии, он полностью заигнорит эффект РТ. Ибо если бы РТ Сатору было всеебущим, то Сукуна бы также подвергся его эффекту, а не перекинул все на душу, как бы это ни звучало, одушевленную душу Мегуми. Из чего и делается вывод. Тодзи невосприимчив к эффектам гарантированного попадания даже хай-тира. Почти всех. Почему почти? Да потому что есть шаманы, которые могут настраивать свою технику на попадание по невоодушевленным предметам. В голове сразу всплывает Сукуна. Давайте рассмотрим ситуацию и с ним. В сражении против Махалы он забиндил эффект РТ следующим образом. Для всего, что обладает проклятой энергией, расщепление. Для невоодушевленных предметов, рассечение. И все это в радиусе до 200 метров максимум. Резюмируя, пока что Тодзи действительно игнорирует 99% других территорий, но порой противник может оказаться слишком силен, как Сатору, и твой резист к РТ ничего тебе не даст. А кто-то вообще как Сукуна может настроить РТ на невоодушевленные предметы, каковым Тодзи для территорий и является. Это два исключения, два бога магички. Для всех же остальных Тодзи машина для убийства, которую нельзя остановить ни барьерами, ни проклятыми техниками. Поистине ошибка и изъян всей системы магического мира. Слабый и сильный одновременно. Обладая такой силой, Тодзи не был доволен ею, как и своей жизнью как таковой. Огромный гештальт возник в его голове, от желания доказать всем, что он не выродок клана, до желания сжечь все мосты, действительно уйдя из семьи с незажившими моральными ранами. Из-за отношений в клане Тодзи не уживается в социуме, правила и мораль, которые ему всегда затирали, становятся триггером. Жить обратной жизнью от нее. Отсюда и выпивка, ставки, трата денег, жизнь Альфонса, обилие женщин. Но был все же момент, когда и такой альфа-самец остепенился, пусть и на короткий срок. Все дело, конечно же, в женщине, той самой, которая заставила Тодзи остановиться. Найти что-то наподобие покоя, оставить желание доказать всему миру, что он не ошибка. Он женился на ней, об этом промежутке времени буквально ничего не известно, кроме трагичных родов, в процессе которых его жена умерла. Получилась достаточно жестокая ирония, еще до родов Тодзи дал имя своему ребенку – Благословение. Мегуми родится, но ценой жизни собственной матери, а Тодзи решит покинуть своего сына, убегая от воспоминаний, которые преследовали его. То ли от боли, то ли от гнева и обещания, ни о чем не сожалеть.
не привязываться к чему-либо. Ибо вот он живой пример. Он привязался к матери Мегуми и лишился ее. И чтобы не получить новую боль, он ушел от сына. Многие осуждают Тодзи за это. Много шуток также слышно в его сторону, мол, лучший в кавычках отец. Продал сынишку клану Зенин за 8 лямов. Я не поддерживаю эти издевки и действительно считаю Тодзи классным отцом. Понимаю его решение. Объясняю. Тодзи, как никто другой, понимал, каково это быть изгоем в семье, которая уважает лишь проклятую энергию и врожденные техники. Он с детства не обладал ни первым, ни вторым, но его сын – исключение. Помимо сильнейшей техники Зенин, достаточно большого запаса проклятой энергии, он обладал большим потенциалом, являясь сыном убийцы магов. Клан Зенин облизывал бы его с ног до головы, и такая судьба явно лучше, чем жить с отцом, который сломлен жизнью, системой шаманов, имеет незакрытые гештальты детства и еще не отошел от смерти своей супруги, ибо сбегает от реальности, стирая имена людей у себя в голове. Даже собственного сына. Решение Тодзи отдать Мегуми полностью себя оправдало, и потом, пусть и на короткий срок, он стал лидером клана Зенин. Теперь же рассмотрим смерть Фушигура-старшего от рук Сатору Годжо. Трагичность, кстати, присутствует и здесь, ибо имя Мегуми также можно трактовать как просветленный, иначе говоря, так же, как и у Сатору. Кармическая тема получается, ибо в каком-то смысле Тодзи умирает от рук человека с тем же значением имени, которое дал сыну. Благословение, оказавшееся проклятием, олицетворение его силы. И даже в этой сцене он решил позаботиться о своем сыне, рассказав о нем Сатору, дабы перестраховаться, а во второй раз так сам решает принести себя в жертву для его безопасности. ГГ Кутами, я люблю тебя, спасибо за такие мувы. Так вот, финальный этап сражения с Сатору. Самые интересные моменты пробежали между строк. В аниме-экранизации, мне показалось, они были так вообще удалены. Пробуждение Годжо сопровождалось новыми силами, а сама битва буквально кричала о тревоге в голове Тодзи. Отточенные до предела чувства дали ему понимание. Он не выиграет, бесполезно даже пытаться. Нужно бежать. Но он не сделал этого и пошел на верную смерть. Это не эгоизм и не азарт. Это тот самый гештальт, который открылся вновь. Перед ним стоял человек, воплощающий сам мир шаманов, который жестоко выкинул Тодзи, сделав его изгоем. Сатору Годжо – абсолют, идеал магического мира, буквально аватар магической битвы, ответственный за страдания Тодзи. Он много раз ломался, обещал сам себе оставить эту затею, мысль о том, что нужно доказать что-либо и кому-либо, но эта жажда на роковое мгновение взяла верх. Это стоило ему жизни. В момент получения урона от фиолетового Тодзи понял, проиграл он вовсе не от техники пустоты, а в момент, когда нарушил обещание, данное самому себе, став окутанным одним желанием – доказать всему проклятому миру свою силу. Пойти против клана, что отказался от него, пойти против верхушки этого мира. Тодзи отказался от самого себя, отдавая предпочтение своей гордости. И именно в тот момент он и проиграл. Но итог его действий я озвучу чуть позже. Сейчас же небольшой рассказ, конечно, связанный с буддизмом. Ну как иначе. Тодзи частенько называет себя обезьяной. Услышать вы это можете, когда он разделывает Сугуру, упиваясь тем, что он был талантливым шаманом особого класса. Прямым текстом говоря: «Вы все такие особенные, важные, благословленные свыше, а проиграли обезьяне вроде меня, которая даже не умеет колдовать». Была в буддизме схожая обезьянка в одной истории, звали ее Сунь-Укун, король обезьян. Самый известный трикстер, смутьян и бунтарь азиатской культуры. Однажды он устроил большой скандал на небесах, и его дебош не могли прекратить, пока не вмешался Будда и не усмирил его лично. Думаю, вам и так уже известно из моих роликов, кто является Буддой в магической битве. Конечно же, Сатору Годжо. Соответствующие ролики к ознакомлению будут в описании. Так вот итог. К чему привел весь дебош Тодзи Фушигура? Обезьяна без проклятой энергии нагнула буквально весь мир магической битвы. Тенген, который должен был слиться с Рико, не получил достойного сосуда, и ему пришлось эволюционировать. Сама эволюция прошла относительно хорошо, но по структуре он стал похож на проклятий и оказался уязвимым для Кэнзяку, ведь с помощью манипуляций проклятиями он теперь контролирует его. Само воплощение барьерных техник и баланса магической битвы было разрушено.
Благодаря Тодзи произошло разрушение представления мира Сугуру и Сатору. Они буквально поменялись местами в своем восприятии, а магический мир содрогнулся. Сам Тенген описывал это следующим образом. Человек, не имеющий проклятой энергии, 11 лет назад перевернул весь наш мир. Мало того, что он избежал свою судьбу, поборол ее, он еще и уничтожил наше предназначение. Иначе говоря, Тодзи воплотил свои стремления в жизнь и по-настоящему нагнул все общество шаманов, расшатав его до основания, начиная с Тенгена, заканчивая верхушкой Совета Магов. Человек, проклятый самими небесами, надругался над ними и сам проклял их. Ну и закончить хотелось бы фразой, которую сам Тодзи доказал. Пролей каплю крови Богу, и люди перестанут в него верить. Тем, кто первым нанес удар, оказался человек, отрекшийся от фамилии, полученной с рождения. И имя ему Тодзи Фушигура. Коллапс магического мира. С тобой был Рабаши. Рекомендую посмотреть и другие мои ролики в плейлисте магической битвы, которые вышли за последние 3 месяца. За поддержку канала благодарю Чумбшейхов с площадки Boosty. Они помогают держаться на плаву и поддерживают меня в закрытом чате. Также спасибо и тебе. Увидимся в следующем видеоролике. Чумба.